из солнечного Питера. Повезло с погодой. Итак, мы на главной дворцовой площади Санкт-Петербурга. Сзади меня возвышается Александровская колонна. Покрутимся. И также сзади от меня Эрмитаж. Плотно позавтракав, мы сразу же направились на Дворцовую площадь. Сюжет для фантастического фильма. Побывать в Питере и не посетить Дворцовую площадь. На самом деле такое вряд ли возможно. Даже если намеренно избегать главную площадь Питера, без нее не попасть в Эрмитаж, не увидеть главный штаб или Александровскую колонну. Дворцовая площадь – место, любимое гостями и жителями города, сердце северной столицы. Прошу заметить, если будет снег, всегда будет ездить и убирать специальная техника. И также, если нужно купить сувениры, их можно приобрести здесь, но, конечно, дороже. Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Все напоминает о блокаде. Здание главного адмиралтейства, точнее вознесшийся над ним шпиль с кораблем, давно стало одним из символов Петербурга. От здания отходит трехлучевая система улиц – Невский проспект и Вознесенский, а также Гороховая улица. Это место получило название Адмиралтейский трезубец. Исаакиевский собор собственной персоной. Так, вот как выглядит билет в Исаакиевский собор, билет на колоннаду, так что мы пойдем туда и туда. И вот сам Исаакиевский собор. Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Санкт-Петербурга и одно из высочайших купольных сооружений в мире. Его история началась в 1710 году. Сооружение собора длилось 40 лет и потребовало приложить огромное количество усилий. Однако результат превзошел все ожидания. Высота собора 101,5 метра. В храме могут одновременно находиться 12 тысяч человек. Однако сам архитектор Монферран считал, что собор рассчитан на 7 тысяч человек, учитывая пышные юбки дам. Роскошное внутреннее убранство храма и его масштабы поражают воображение. Здесь устроено сразу 3 алтаря. Главный из них посвящен Исаакию Далматскому, правый Александру Невскому, левый мученице Екатерине. В целом внутри храма разместилось больше 150 шедевров от мастеров русской живописи. Во время Великой Отечественной войны в подвалах Исаакия находился склад, где хранились музейные ценности, которые не успели эвакуировать. Так как купол собора немецкие летчики использовали в качестве ориентира, напрямую в собор они не стреляли, и хранилище осталось невредимым. Популярность собору, помимо истории архитектуры, придает и расположенная в районе купола храма смотровая площадка, так называемая колоннада Исаакиевского собора, которую мы также посетили. Более 250 ступеней. Такова цена, помимо покупки входного билета, за возможность полюбоваться городом с высоты. На смотровую площадку ведет винтовая лестница. Преодолев ее, нам открылся захватывающий дыхание вид на Санкт-Петербург. Смотровая площадка круговая. С площадки открываются потрясающие панорамные виды на Питер, в том числе на исторический центр и Неву. Видны шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора, Дворцовая площадь с Зимним дворцом и Александровской колонной. Посещая колоннаду в разное время суток, можно каждый раз заново открывать для себя Санкт-Петербург. А вот другая часть города. С его промышленностью, заводами. Но все же той же захватывающей историей. Люди такие маленькие. Рядом просматривается еще это католический костел святой Екатерины. В солнечный день здесь можно полюбоваться ярким сиянием главного купола и куполов 5 колоколен. Для их позолоты использовали 100 килограммов червоного золота. Налюбовавшись Питером сверху, спускаемся, чтобы продолжить любоваться с земли. В Питере, конечно, гулять и гулять. Столько необычных зданий, и у каждого своя атмосфера.
Совершенно ничего необычного, просто пианист играет в центре фудкорта. Это Питер. Ну и на десерт, в прямом и переносном смысле, мы посетили ЧБ кафе. Главная фишка – интерьер. Вся мебель и стены здесь будто распечатаны на 2D принтере. Попадая сюда, чувствуешь себя героем книги. В кафе мы взяли по кофе, не скажу, что он был очень вкусный, но ведь и не за кофе мы сюда шли. Кстати, узнала, что если вы придете только за фото в Инстаграм, то придется заплатить около 200 рублей, поэтому советую заказать на эту сумму что-то и спокойно фотографироваться. Что мы, собственно, и сделали. А может быть, в Питер? И все образуется, и дышится легче, и легче танцуется. Как же я понимаю того, кто придумал это выражение. Возвращалась домой я под большим впечатлением, с нетерпением ожидая следующей поездки. Спасибо, что досмотрели заключительное 3-е видео из Питера. Если не видели предыдущие 2, можете кликнуть и посмотреть. А я говорю вам до новых путешествий!